Всем привет! Вчера под конец Рождества у нас пошел снег. Так что кто-то там смеялся и говорил, что в Нише не бывает снега. Смотрите еще как бывает. Вообще я по этой истории снежной не особо скучаю. Во-первых, потому что мы не так давно переехали из России. Во-вторых, потому что я южный человек, я крымчанка. Вот, хотя в Крыму тоже бывает снег, но недолго. Поэтому для меня несколько дней снега вполне достаточно. Я не люблю долго снег, чтобы всю зиму было заснежено. Но иногда хочется. Вот для разнообразия, вот он, пожалуйста. И прям, я хочу сказать, такой прям слой намело. Вот у меня кот пришел посмотреть. Вот, так что в Нише тоже пошел снег. Вот недалеко от нашего района, здесь очень большой микрорайон строится. Новостроек очень много. Вот 3, 4, и вот там еще вдалеке несколько домов, еще, наверное, 4 или 5. Вот, вообще наш район мне очень нравится. В Нише таких районов немного на самом деле. Здесь он такой молодой, то есть состоит из таких вот новостроек современных, красивых. И в то же время есть много улочек из частных домов. И поэтому получается райончик очень-очень красивый. И все есть. Есть и Lidl, крупный магазин. Их всего в Нише, по-моему, 3. Вот один из них в нашем районе. Есть много кафешек всяких. Вот, вот, пожалуйста, тут же. И транспорт ходит хорошо. Так что имейте в виду, кому интересно, вот новостроек в нашем районе очень много. Какое небо вдалеке красивое. Тут еще одна новостройка. В процессе. Дом еще не готов. Вот интересно, как один дом строится. Прям, ну, совсем стройка еще, он не готов. Вот там в глубине 2 дома. Тоже прям в процессе. И рядом кусочек пристроенный, он уже заселен. То есть там вот горят огоньки. кондеи висят, то есть люди уже живут. А территории вообще совсем нет. Вот она строится.
Вот, даже вот так вот. То есть кусочек построили, люди уже там живут, а дальше начинают прямо рядом, вплотную, еще продолжают строить. Наверное, людям это не очень удобно, я так думаю. Шумно. Горы все снежные. Ниш тоже снежный. Замело. Что у нас сегодня по овощам? Яблоки 112, 120. Помидоры Paradise 168. Хорошая цена, я взяла. Сельдерей 109. Чай ромашковый возьму. Так, мандарины 119, яблоки 104, 167, это за 2 килограмма за упаковку. И апельсины 104 и 109. Вот в упаковке 104, а это 109. Все выглядит очень неплохо. Куриная грудка, правда без кожи, но на косточке, по 429 за килограмм. И окорочка 169 за килограмм. Мы сегодня сходили в Lidl очень удачно. Было очень много скидок, акций. Вот, и мясо купили. Цены я уже там показывала, снимала, сколько что стоит. И еще купили всякие новогодние товары, которые были дороже значительно. Сейчас Новый год закончился, и все эти товары продаются с 50% скидкой. Вот, например, мы купили вот такой кекс. Мы уже как-то его брали давно, пробовали. Он очень вкусный. И он большой, вот весит он аж килограмм. И стоил он сегодня с 50% скидкой 350 динар всего лишь. То есть это где-то 280 рублей килограмм кекса. Там и с цукатами, с изюмом, он очень вкусный. Вот такие вот тоже, ну это практически то же самое, только маленькая упаковка. Вот, вот такие вот конфеты взяли. Ну это не совсем конфеты, это марципан. Разные тут и с ромом, и с орешками. Все это с 50% скидкой, так как Новый год закончился. Вот такие конфеты взяли. Тоже они были новогодние, тоже с 50% скидкой. Вот. А сроки годности там очень хорошие. Так что даже так бывает иногда. После Нового года можно купить аж в 2 раза дешевле. Будем пробовать сейчас. 125 грамм, 99 динар он стоил. Это уже с 50% скидкой.
Вот этот фиолетовый, это с ромом. Да, с ромом. Здесь написано, что режем, пробуем. Ой, я думала, он будет жесткий, а он не жесткий. Ну-ка. Марципан. Будем пробовать. Так, буду сейчас разбираться со своими семенами. Посмотрю, что мне уже можно посадить. Вот. Так как сроки там большие, я что-то отложу на потом. И много чего, напоминаю, могу подарить, кому нужно, кто местный. Так что пишите. Посмотрим, что у меня тут есть. Вот это вот очень клевое растение, абутилон. Я его несколько лет назад в России выращивала. Мне очень нравится это растение. Это комнатное растение. Но вот в таком климате, как здесь, в Сербии, его можно держать и на улице вплоть до осени. Вот, то есть все лето, весна, лето и вплоть до осени, до прохлады можно держать. И выращивается очень легко. Здесь смесь. Вот в пакетике смесь. То есть они разных цветов. Прорастали вообще прекрасно, без проблем абсолютно. То есть из пакетика у меня получалось там 6. Выглядит это как кустик, как там небольшое деревце такое. Наверное, сантиметров 40-50 высотой, может быть и побольше. Наверное, более взрослое, наверное, все-таки оно побольше, где-то, наверное, до метра. Примерно такое растение. И вот цветет вот так вот прекрасно, вот такими яркими колокольчиками разных цветов. Ну, то есть разных. Бывает и оранжевые, и розовые, и желтые. Вот. Значит, срок годности у меня тут до 28-го. Очень хорошо. Но я брала, специально покупала, чтобы большой срок годности был. В общем, чего у меня тут только нет. Тысячелистник, лаванда, астры, гвоздики, алисум, незабудки. Амарант вот такой есть. Еще тоже прикольно. На лоджии можно. В подвесном кашпо будет красиво. Вот, много петуний. Всякие махровые. Ну, конечно, цветы это еще не все. Вот всякие помидоры, что тут только нет. Бархатцы. Мальва. В общем, наверное, все, что, все, что можно было купить. У меня здесь есть ассортимент этот. Вот. Есть зелень всякая разная. Есть помидоры, огурцы, капуста, баклажаны, редис. В общем, все, что можно вырастить, у меня есть. Так что пишите, пожалуйста. С удовольствием поделюсь, потому что столько много мне не нужно. Горошек, морковь, огурчики, помидорчики. Ладно, все, будем разбирать. Шток роза. Помидорки. Редисочка.
тыква. В общем, все в наличии у меня есть. Так, я начну, наверное, с зелени. В общем, разбирала я свои семена. Решила первым посадить на проращивание вот такой амарант, вот такую гвоздичку. На лоджии будет. Зеленушку, петрушку, мяту, тимьян. Вот. Вот этот вот абутилон, про который я уже рассказывала, тоже посажу. Ну, и петуния. Ну, петунии, честно говоря, мне кажется, пока рановато. Чуть-чуть попозже. В общем, я их отложила, но сажу чуть-чуть попозже. Вот. Посмотрим, что у меня вырастет. Еще вот такие есть помидорки у меня. Вишня красная называется. Они мелкие. Я их тоже хочу попробовать посадить у себя на террасе. И вот такая вишня желтая. А вот еще базилик. В общем, травки. Такие помидорки попробую посадить. И зеленушку. И абутилончик. Вот. У меня есть из-под мяса вот такие штучки. Я их собираю. Земля. Есть у меня купленная. Надо будет, я еще подкуплю. И, в общем, вот в них я попробую все это дело проращивать. Посмотрим, что у меня получится. Такая у нас погодка. Снежок, но тает, капает. Это наша новостройка, которая напротив нашего дома. Вот там вот, где кран, еще строят дом. Но самое интересное, что насколько близко строят дома многоквартирные к частному сектору. Вот там просто, ну, вообще участок вот просто тоже прилеплен прям к дому. Удивительно. Вон, дети лепят снеговика. Вообще тает и скользко. Это вот вид рядом с нашими домами. Вот наш дом, напротив новостройка еще, стоянка. Ну и здесь частный сектор. Центр вот туда вниз. Вот этот столб, конечно, он, конечно, скоро упадет. Страшно смотреть на него. Чего не уберут. Горы сегодня видны хорошо прям. Красиво. И в эту сторону тоже горы видны. В общем, вот с этой точки видно абсолютно точно, что мы на возвышенности. То есть туда вниз, вниз, вниз это центр. Центр в низине. И дальше опять горы. Вот этот вот дом четырехэтажный закрывает такой шикарный вид на горы. Если бы его здесь не было, то просто обалденно как бы все это выглядело. Он прям перекрывает все.
Мы решили немножко другой дорогой пройти. Это, по сути, не дорога вообще, через участок чей-то, но он открыт. То есть можно здесь пройти. Мы здесь ни разу не ходили, хотим пройти, посмотреть. Обычно вон туда мы ходим. О, тоже горы видно красиво. В общем, дома закрывают очень красивый вид. Особенно вот этот мне мешает дом. Вот не у всех сербов большие дома. Вот, например, одноэтажный дом небольшой стоит. Но в основном вот такие они. Вот строятся еще дома. То, о чем я говорила. Вот на первом этаже люди живут. Хотя здесь видно и на втором уже живут. Он третий доделывается. В ту сторону тоже горы. Ну, такие это. Даже не сказать, что горы. Возвышенности, холмы. В общем, нам нужно правее. Сейчас мы найдем дорожку, которая туда идет вправо. Это не пойму. Нет, это дом, наверное. Сначала подумала, что это детский сад. Нет, дом. Ну вот, все, нам сюда. Направо и вниз к остановке. Такие растения интересные. Да, все-таки свой дом — это свой дом, а не квартира. Вот мы обычно сюда выходим, на эту улицу, а сейчас мы прошли чуть дальше, свернули. Вообще мы ищем парикмахерскую, мужскую. Мы впервые идем стричься. Вернее, я еще не иду, сын идет. За наше пребывание в Сербии впервые. Вот этот район очень хороший, мне нравится. Сомборская.
И мы прям рядышком. Вот это вот сочетание многоквартирных домов и вот с частным сектором мне очень нравится. Какие красивые дома вообще. Вот каждый дом не похож друг на друга. Здорово. Ну, какой дворик зеленый, уютный. Да, все-таки дом. Красота. Свой дом я имею в виду. Такую можно красоту там устроить. Вот они сидят, воробушки. Ну и голуби, как без них. Вот у нас есть отель здесь недалеко от нашего дома. А вот дом многоквартирный тоже интересно сделан так. Ну и снова вид на горы. Вот отсюда тоже. Ух ты! Никита, иди посмотри, какой здесь вид шикарный. Я даже не знала. Ты смотри, как красиво. Вот это да. Думаешь? Ух ты, как здорово. Ну что, пойдем? Тут тоже с горки скользко. Мы выбираем место, где нам пройти. Скользко очень. Ладно, пойдем, попробуем. В общем, где дома не закрывают вид на горы, вид просто шикарен. Вот между домами. И вот в эту сторону тоже очень красиво смотрится. Вот, так что виды здесь шикарные, но дома многие перекрывают просто. Ну и, конечно, камера, она все равно вот этой красоты, то, что сейчас вижу я, не покажет, к сожалению. Такой райончик у нас здесь. Нам до этого райончика идти ровно 3 минуты. Получается, что мы как бы немножко в стороне от этого большого района, но и рядом. А мне это как раз очень даже нравится. Я не люблю большого количества людей. То есть мы и рядом, и в то же время немножко отдельно. И вот там горы тоже. Ух ты! Вот только я порадовалась, повосхищалась видом. И вдруг вижу, что здесь вырыт котлован. То есть здесь собираются строить дом. Еще один. И, конечно же, он теперь перекроет весь этот вид, который был между двумя улицами на горы. И будет теперь этот шикарный вид на горы виден только людям с верхних этажей этого дома. Конечно, очень жалко, что это не учитывается при постройке, при застройке района, потому что шикарный вид просто теряется. Вот такой вот райончик здесь. Да, жаль, что этот дом тут решили заложить. Он все закроет. Нам прямо, да? Вот такая слякоть.
Где-то уже лужи растаявшие. И скользко. Будем пробовать апельсины и яблоки из Lidl. Апельсины были по 109 динар. Что-то он какой-то мягковатый. Сейчас порежем, посмотрим. Вот, это где-то на рубли. Сколько это получается? 90. И яблоки были по 120. На рубли где-то 100 рублей. Ну, бывает и лучше пахнут. Ладно, смотрим. Не, по-моему, хороший апельсин. Прям сочный. Цвет мне его тоже нравится. Я думаю, что он очень вкусный. Да, похоже на то. Ага. Вот. Сын сходил, подстригся. Первый опыт парикмахерской в Сербии ему понравился. Мне тоже понравилось, как его подстригли. В Сербии есть разделение между парикмахерскими. Не бывает, чтобы в одной парикмахерской можно было постричься мужчине, женщине. Есть отдельно мужские парикмахерские, есть отдельно женские парикмахерские, есть детские. То есть вот он ходил, это не барбершоп, это мужские фрезерский салон называется, то есть мужская парикмахерская. Он сначала, в общем, как он ее выбрал? Во-первых, она здесь в нашем районе находится, во-вторых, она не одна, конечно же, но он почитал отзывы. Отзывы были все очень хорошие, то есть местные писали, сербы, что нравится парикмахерская. И вот на основании этих отзывов он ее выбрал. Но там было написано, что достаточно долгое ожидание. Но это действительно оказалось так. То есть единственный ее минус оказался то, что он прождал в очереди час. То есть он ждал час. Стрижка стоит 700 динар. То есть это где-то 550 рублей, если на рубли. То есть это совсем недорого. И по качеству понравилось. Понравилось, как его подстригли. То есть поэтому, соответственно, качество хорошее, цена дешевая. Поэтому отзывы хорошие, поэтому люди туда идут. Поэтому там очередь. То есть как бы приходится ждать. Но понравилось, как его подстригли. Мы в России стриглись за 500 когда-то, несколько лет назад. То есть сейчас там уже другие цены. То есть как бы это совсем недорого. Я вот еще не ходила, я еще не нашла свое место. Поэтому вот, ну, у меня длинные волосы, можно подождать, пока я не тороплюсь, а ему нужно было сходить уже. Вот сегодня у нас действительно смог, самый настоящий. И такая вот дымка. Он имеет какой-то сизый такой оттенок и пахнет паленым, как костром, что ли. Сегодня суббота, люди все дома, отапливают свои дома. Вот, поэтому вот это смог. Я уже научилась определять, отличать смог от тумана. То есть, когда действительно был туман в городе, а мне писали, что это смог, то есть, ну, даже немножко раздражает это. Как бы абсолютно понятно, когда туман, а когда смог. И вообще погода сегодня отвратительная. Идет дождь, все дорожки скользкие, вот такие, заледенелая корка. В общем, мы сидим сегодня дома, делаем домашние дела, никуда не пойдем. Да, прям пахнет костром. Неприятно, конечно. Тимик, так хочется на улицу тебе, да? Там же дождь идет. Там же дождик. Все равно надо, да? Ладно. Отходи в сторонку.
Ух, ну и гадость сегодня на улице.